НАСА готовится отправить людей к Луне, а SpaceX испытывает Starship до предела. В космосе сильнейший радиационный шторм, а в Starbase гостят корабль-призрак и Мистер Бист. В космосе становится жарко, а на Земле тесно. Это программа Space Week с обзором космических событий минувшей недели. Поехали! Завершилась 4-я космическая неделя 2026 года. Всего за это время состоялось 6 запусков, из которых 5 были американскими и 1 китайским. Все они были успешными. SpaceX осуществила 3 запуска ракеты Falcon 9. Полезной нагрузкой во всех случаях были спутники Starlink. Их созвездие увеличилось на 79 новых аппаратов. Компания Rocket Lab выполнила запуск легкой ракеты Electron с космодрома в Новой Зеландии. Была пополнена группировка спутников наблюдения и связи компании OpenSpace. Это был первый запуск ракеты Electron в 2026 году. Китай запустил новую ракету Чанчжэн-12. На орбиту выведены спутники будущей национальной сети Гаван. И, наконец, первый пилотируемый космический запуск 2026 года. Компания Blue Origin осуществила очередной суборбитальный запуск ракеты New Shepard. 6 космических туристов поднялись на высоту в 107 километров за линию Кармана. Считать это полноценным полетом в космос или нет, решать вам. НАСА готовится отправить людей к Луне. Лунную ракету SLS отвезли на мокрые испытания. Она покинула цех вертикальной сборки и переместилась на стартовую площадку LC-39B. Путешествовала ракета на мобильной пусковой платформе ML-1, которая двигалась с помощью гусечного транспортера CT-2. Ехал транспортер со скоростью медленного пешехода, и поездка к месту испытаний заняла 12 часов. Сами испытания запланированы на 31 января, а потом будет миссия по облету Луны с астронавтами на борту. Первое окно запуска открывается уже 6 февраля, а последнее 30 апреля. Экипаж уже ушел на 14-дневный предстартовый карантин. Надеемся, им не придется сидеть на нем дольше 2 недель. Точная дата запуска во многом зависит от того, как пройдут генеральную репетицию ракета SLS и корабль Орион. Будем ждать. Мы обязательно попробуем транслировать запуск на нашем YouTube-канале, поэтому не забудьте подписаться. А еще, если хотите, чтобы ваше имя слетало вокруг Луны, у вас еще есть время успеть принять участие в акции Send Your Name with Artemis. И вновь Луна. К нашему спутнику готовится полететь не только SLS, но и новый грузовой лунный модуль компании Blue Origin Blue Moon MK-1. Неделю назад он успешно прошел акустические испытания на уровне 130 дБ, имитирующие условия под обтекателем во время взлета ракеты. А теперь он направляется на следующий этап – в вакуумную камеру. В ней когда-то проверяли корабли для лунных миссий Аполлон. Весит модуль 20 тонн, а грузоподъемность его всего 3 тонны. Полетит он на ракете New Glenn, это будет ее 4-й полет. Первая миссия будет нести тестовую нагрузку. В дальнейшем планируется доставить на поверхность Луны новый луноход Viper от НАСА. Стоит отметить, что модуль MK-1 умеет возвращаться с Луны в космос, а вот из космоса на Землю нет. К 2030 году Blue Origin хочет запустить на Луну уже людей в следующем модуле MK-2. Если Илон Маск не будет укладываться в сроки, возможно, именно Blue Origin первый отвезет людей на Луну. Но это пока все не точно. Поговорим о ракетах. New Glenn – новая тяжелая многоразовая ракета компании Blue Origin. В прошлом году она совершила 2 полета. Первый полет был успешен наполовину. Ракета успешно вывела тестовую полезную нагрузку, но разбилась при возвращении. Во втором полете ракета не только вывела полезную нагрузку, но и успешно вернулась обратно, совершив посадку на специальную баржу. И вот недавно компания Blue Origin анонсировала 3-й запуск ракеты New Glenn. И в пресс-релизе ясно дала понять, что планирует повторно использовать летавшую в прошлой миссии первую ступень. То есть, если можно так выразиться, 3-й полет ракеты New Glenn будет первым-вторым. Ох уж эти многоразовые ракеты. Но, к сожалению, были и грустные новости. Компания заявила, что ее грузовой лунный модуль Blue Moon MK-1, про который мы рассказывали, в этой миссии пока не полетит. Выводиться будут спутники прямой сотовой связи Bluebird компании AST Space Mobile. Миссия запланирована на конец февраля. Переносов, надеемся, не будет. Немного о нашей команде. Мы – сообщество космоэнтузиастов и ведем старейший канал о космонавтике в Telegram. Нам нравится следить за освоением космоса и делиться новостями с вами. Это наш первый выпуск новостей на YouTube. Мы сами готовим все тексты и озвучку, и поэтому будем очень благодарны, если вы оставите комментарий под видео. Нам нужна ваша оценка. Спасибо. А теперь возвращаемся к новостям.
Поговорим о космической погоде. С 18 на 19 января на Солнце произошла сильнейшая вспышка класса X. Ее мощность оказалась столь велика, что скорость частиц вместо привычных 0,07 км в секунду достигла почти 1500. В результате этого радиационный шторм начался существенно раньше, чем рассчитывали астрофизики, и достиг такой мощности, что поставил рекорд с начала века. Такие события часто несут негативные эффекты для космических аппаратов, приводя к сбоям в электронике. Но сейчас вроде бы пронесло. Разумеется, в такую солнечную погоду людям выходить в открытый космос не рекомендуется. Полярные сияния продлились 2 ночи подряд и были видны чуть ли не на половине земного шара. Сияния наблюдали на Северном Кавказе, в Италии, Калифорнии, Сербии и даже на Кубани. Фотографы и просто любители со всего мира делились своими видео и фотографиями. Вернемся к космическим частникам. Rocket Lab продолжает готовить свою новую многоразовую ракету «Нейтрон» к первому полету, и не все проходит удачно. Недавно во время испытаний взорвался композитный тестовый баг. Пока не ясно, было это сделано намеренно или нет. Надеемся, что это не повлияет на сроки первого запуска, ведь «Нейтрон» — это очень интересная ракета. Например, ее головной обтекатель имеет уникальную многоразовую конструкцию. Створки раскрываются, выпуская наружу вторую ступень и полезную нагрузку, после чего остаются прикрепленными к первой ступени. Поэтому конструкцию называют «голодный бегемот». Испытания обтекателя завершились на объекте Rocket Lab в Новой Зеландии в декабре 2025 года. Затем конструкция проделала путь в 15 тысяч километров до США, штат Вирджиния, где находится стартовая площадка «Нейтрон». Изначально дебютный запуск ракеты был запланирован на конец 2025 года, но сроки сместились. Несмотря на сложности, Rocket Lab продолжает двигаться к первому старту ракеты «Нейтрон», доставляя все больше компонентов на космодром. Немного забавных новостей. На этих выходных широко известный ютубер MrBeast, у которого 500 миллиона подписчиков, выложил новый ролик про новые технологии, в том числе и про новый корабль SpaceX Starship. Мистера Биста, как самого популярного ютубера на планете, пригласили в самое сердце Starbase и позволили снимать все, что вздумается. Экскурсию проводил вице-президент Билли Райли, отвечающий за сборку Starship. К сожалению, мистер Бист в основном шутил и не задавал никаких интересных технических вопросов, но зато мы увидели множество уникальных кадров сборочных цехов Starbase и кораблей разной степени готовности. Более того, мистеру Бисту позволили установить теплозащитную плитку на крыло Старшипа. Впервые можно разглядеть в деталях, как происходит эта тонкая процедура. Вы можете найти эту часть ролика, выложенной отдельно в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании. А как дела, собственно, у SpaceX? По заявлению Илона Маска, следующий запуск Starship ожидается уже в начале марта. На Starbase сейчас активно испытываются компоненты и образцы ракеты Starship. Не обошлось без инцидентов. Во время испытания на прочность, имитирующих вес космического корабля, был потерян тестовый ускоритель с индексом B183. Боковая стенка бака на финальной стадии испытаний деформировалась и вмялась. Тем временем на корабль Starship S-39 установили оба нижних плавника. Следующие важные этапы – выкатка на криотесты и установка 6 двигателей Raptor 3. Именно этот корабль, скорее всего, полетит в следующем полете. Термостойкие плитки для корабля сейчас активно испытывают на симуляторах и даже отправляют в космос на обтекателе ракеты Falcon 9. Ускоритель Starship Super Heavy, вероятно, тоже скоро поедет на тесты. Стенд с симулятором тяги двигателей перевезли с Месси на сборочную площадку. Как правило, стенд используется для доставки бустеров, и ближайший кандидат – бустер 19. Скорее всего, он и отправит корабль S-39 в следующий полет. Это была 7-я и последняя новость в выпуске. С вами был SpaceWeeks, обзор космических событий за неделю. Еще больше новостей и авторских статей вы можете найти в нашем телеграм-канале. Чтобы порадовать авторов, пожалуйста, поставьте ролику лайк и подпишитесь с колокольчиком. Также вы можете поддержать нас, перейдя по ссылкам в описании к ролику. Спасибо вам и до встречи через неделю на SpaceWeeks.